Всем привет, друзья! Меня зовут Филипп. В разных писаниях говорится о том, что души мертвых и души живых встретятся лишь в самом конце. Но очень часто мы слышим множество историй, как живой человек столкнулся с чем-то внеземным, с чем-то сверхъестественным. Хоть я и верующий человек, но призраки, подобные им, для меня всегда были вымыслом писателей и режиссеров, до одного момента, который навсегда изменил мое представление о жизни. Поселок, в котором я проживал, небольшое. Один магазин, одна школа и одна церковь. Молодежь отсюда уезжает, а вот люди среднего возраста и старики живут здесь до самого конца. Наша семья немного выделяется, так как мой отец – глава администрации поселка. Но ему предложили место в городском правительстве, и у нас был месяц, чтобы продать квартиру, купить дом и переехать. Тогда-то со мной и начались первые странности. Та ночь была той самой, когда я впервые повстречал девушку, о которой и будет эта история. После ужина мои родители пошли спать, а я остался в гостиной, чтобы посмотреть сериал, но заснул прямо на диване. Проспал я где-то часа 2 и проснулся от странного ощущения, то ли тревоги, то ли страха, а может быть все вместе. В общем, что-то меня разбудило. Я решил перейти в свою комнату. Внезапно стало очень холодно, а изо рта шел пар. Я встал, чтобы взять второе одеяло, но через секунду оказался снова в своей кровати. Это произошло так быстро, что я даже не мог понять, в чем дело. Я попытался встать еще раз, но у меня ничего не вышло. Я как будто был прикован к кровати. Мое тело мне не подчинялось. Через секунду возле моего лица появилась ладонь. Мое сердце чуть не ушло в пятки. Я не мог повернуть голову, чтобы посмотреть, кто это был. Но через несколько секунд все-таки смог разглядеть. Это была девушка в порванной одежде с голыми ногами, с бледным лицом, на котором было множество шрамов. Она появилась позади моей кровати, будто вышла из стены. Несколько минут она смотрела на меня, а потом просто исчезла. И я наконец-то смог контролировать свое тело. Состояние шока не покидало меня до самого утра. Самое ужасное в таких случаях то, что ты не можешь никому рассказать, чтобы не показаться психом. Поэтому мне пришлось выяснить все самому. В разных книгах написано, что призраки привязаны либо к месту, либо к предмету. Но мой дом был построен с нуля, его построил мой отец еще до моего рождения, и здесь явно никто не мог умереть. Оставался только предмет. Но чтобы его найти, нужно знать, кто им обладал, поэтому я отправился к своей тете в местный архив. Мне пришлось долго ее уговаривать дать мне доступ. Она согласилась, но только если буду рядом. За 4 часа я смог проверить всех девушек, которые умерли в нашем селе за последние 40 лет. Но так и не смог найти ту, которая приходила к нам домой. Увидев мое растерянное лицо, тетя спросила, что случилось. Я ей не сказал правду, но описал девушку, которую я ищу. Услышав это, тетя рассказала мне про нее все. Эту девушку зовут Лина, и она на самом деле считается не мертвой, а пропавшей без вести. Она жила на той же улице, что и я, но еще до моего рождения пропала. Ее поиски велись много лет, но Лина так и не была найдена. Родители отказались ее признавать мертвой и до сих пор верят, что она вернется. Мне было не по себе. Получается, я был единственным, кто знает, что Лина мертва? С этими мыслями я пошел домой, чтобы хоть немного поспать, но уснуть так мне и не удалось. Мое тело вновь парализовало. Воздух становился ледяным, а позади меня со стены начала выходить Лина. Она встала напротив моей кровати и смотрела на меня стеклянным взглядом, а затем медленно начала приближаться ко мне. Страх наполнял все мое тело. Мне хотелось поговорить, спросить, что с ней случилось, но я не мог даже пошевелить губами. Она приближалась все ближе и ближе.
В эту секунду в мою комнату вошла мама. Лина вмиг исчезла, температура стабилизировалась, а я мог шевелить ногами и руками. Мама поинтересовалась, где я был. Мне пришлось рассказать ей правду, что я был в архиве у тети. Я спросил у мамы, что она знает про девочку Лину. Мама очень удивилась, что я знаю о девушке, но разговора у нас не вышло, так как, по ее словам, она Лину видела лишь пару раз. Единственную полезную информацию, которую я смог получить от мамы, это был адрес родителей девушки. Туда я и отправился. Когда я подошел к их дому, то увидел перед собой двух потрепанных жизнью стариков. Глядя на них, я понимал, что утрата дочери погубила их, смысл жизни был потерян. Сначала они не узнали меня. Мы говорили с ними о Лине. Тогда она была первой красавицей в нашем селе, очень добрая и справедливая девочка. Для нее было всегда важно, чтобы все было честно и правильно. Потом я спросил о последних днях Лины перед тем, как она пропала. Ее родители рассказали, что за месяц до ее пропажи их дом отобрали. В село приехал какой-то богатый мужчина со своей женой и решил строить большой дом. Но для этого он решил отобрать все дома, которые ему мешали. Конечно, он предлагал деньги, но очень маленькие. Другие соседи согласились, родители Лины тоже, но сама Лина нет. Она не хотела продавать дом какому-то наглецу. Хотя родители согласились и уже купили новый дом, но Лина каждый день приходила на стройку, кидала камни и бунтовала. Спустя неделю она пропала. Я догадывался, кто мог быть этим человеком. Но когда увидел фотографию Лины на стене, то все подтвердилось. Их дом стоял там, где сейчас стоит наш, а мой папа и есть тот, против кого бунтовала Лина. Неужели в смерти этой ни в чем не повинной девушки виноват мой отец? Я старался выкинуть эти мысли с головы, но я все больше и больше начинал в это верить. Родители Лины показались мне очень добрыми людьми. Я просидел у них целый час, но, к моему сожалению, я не мог им рассказать всю правду про их дочь. Я уже собирался уходить, но мама Лины не хотела меня отпускать, пока я не попробую ее фирменных пончиков с пудрой. Конечно, я остался, и не столько ради пончиков, а сколько чтобы провести время с этими людьми, потому что в их глазах довольно отчетливо было видно одиночество. Мне не хотелось обманывать их дальше, поэтому я признался, что тот человек, который отобрал их дом, это мой отец. К моему удивлению, они признались, что знали об этом с самого начала. Поселок маленький, и все друг друга знают. Они утверждают, что злобы на меня никакой не держат, и на моего отца тоже, потому что надо уметь прощать. Это просто святые люди. Как же я хотел, чтобы мои подозрения насчет моего отца оказались ложными. Вдруг я услышал звук сирены скорой помощи. В эту же секунду мне позвонила мама, которая попыталась сказать что-то сквозь слезы. Я ничего не понял, кроме того, что мне нужно срочно бежать домой. Возле моего дома стояла огромная толпа, карета скорой помощи и полиция. Из-за огромного скопления народу я не видел, что там происходит. Когда мне все-таки удалось пробраться ближе, я увидел своего папу, всего в царапинах и переломах. Он лежал на носилках, а рядом с ним плакала мама. Я в панике начал бежать к папе, но меня остановили полицейские. Мама не могла выговорить ни слова, а только заливала слезами. Полицейские рассказали, что папа выпал из 4-го этажа и, слава богу, приземлился на кусты. От болевого шока он сейчас находился без сознания. Травмы тяжелые, и папе потребуется срочно госпитализация в город. Посмотрев наверх, на окно 4-го этажа, на мгновение я увидел там ее. Своим устрашающим и в то же время светлым взглядом Лина заглянула мне в самое сердце. Я был полностью уверен, что она не остановится, пока полностью не отомстит. Мама была в больнице, поэтому я остался дома один. Это был настоящий кошмар. Мне было действительно страшно. Я понимал, что Лина в любой момент могла появиться за моей спиной, и я прилетел бы в окно следом за папой. Я выпил много энергетиков и кофе, чтобы не уснуть, но это не помогло. Открыв глаза, я осознал, что замерзаю. Холод был неимоверным. И тут начало происходить что-то ужасное. У меня чуть не упал шкаф, затем люстра с потолка, а затем подо мной и вовсе провалился пол, и я упал на 3-й этаж.
Я никак не мог сфокусироваться. Сквозь слезы я увидел Лину. Она появилась прямо передо мной, и я был уверен, что это конец. Перед тем, как зрение полностью восстановилось, я видел, как возле Лины появился кто-то еще. Я смог разглядеть это знакомое лицо. Это была моя тетя. Она попыталась выстрелить в Лину. Но стрелять в призрака – это самая бессмысленная вещь в моей жизни. Но тут сработало, и Лина пропала. И я спросил, зачем она пришла. Ответ меня шокировал. Мой папа переехал в этот поселок по ее инициативе. Она же инициировала постройку дома и, следовательно, разрушение других. Мой папа даже не владелец нашего дома. Дом полностью принадлежит тете. С самого начала она хотела, чтобы мой папа стал главой сельской администрации. И тогда ей легче было бы вести свой бизнес. В ночь, когда Лину последний раз видели живой, она отправилась на стройку нашего дома, чтобы с самого утра начать бойкот. Они поспорили, и она столкнула Лину в яму, которой должен был заливаться фундамент. Девушка ударилась головой о камни и погибла, а на ее тело моя тетя сбросила много песка и камней, чтобы ее никто не нашел. А на следующий день яму залили цементом, а бедная молодая девушка так и осталась лежать в слоях цемента и бетона. Все это время наш дом стоит на костях девушки, которая хотела лишь одного – справедливости. В эту секунду я смотрел на тетю и видел лишь монстра. Она стояла на коленях и каялась, обвиняла себя в том, что из-за нее пострадал мой папа, и обещала, что утром осознается во всем полиции и родителям Лины. Я вновь начал чувствовать холод. Скоро здесь появится Лина, ведь ее убийца находится сейчас в этом доме. Она снова появилась перед нами, злая и пугающая. Она смотрела только на мою тетю. Я попытался с ней поговорить, но она не слушала. Это был ужас. Мне до сих пор этот момент снится в кошмарах. И вдруг я услышал знакомые хриплые голоса стариков. Это были родители Лины. Они стояли позади нас и смотрели прямо в глаза своей покойной дочери. Трудно представить, как было больно им в этот момент. Они подошли к ней и обняли. Наконец-то, за долгие годы родители все-таки нашли свою дочь. Лицо Лины расслабилось, а взгляд стал добрее. Она смотрела на лицо своих родителей, кивнула и вскоре испарилась. Обрела покой. Моя тетя стояла на коленях перед родителями Лины и просила прощения за то, что сделала. Но даже их прощение не сможет вернуть девушку обратно. Утром тетя, как и обещала, призналась в полиции в содеянном. Она получила большой срок за убийство. Мы продали этот дом и переехали в город. Спустя полгода папа полностью реабилитировался, но не смог смириться с тем, что сделала его сестра. Через неделю после тех событий родители Лины умерли. Сначала мама, а через 2 дня отец. Наконец-то они будут рядом со своей дочерью. Я не знаю, можно ли считать конец этой истории счастливым. Возможно и нет, ведь девушку не вернуть обратно. Но покой она все-таки обрела. Привет, друзья! Меня зовут Алина. Мне 16 лет. Полгода назад я чуть не совершила самый глупый поступок в своей жизни. Я хотела спрыгнуть с 12-го этажа из-за того, что стала жертвой буллинга. Я была в 10 классе и встречалась с парнем, который учился в 11 классе в моей школе. У нас класс был достаточно озабоченный, и поэтому ко мне были частые приставания со стороны одноклассников. Сначала я воспринимала это с шуточной стороны, но потом это перешло все границы. Мой одноклассник подошел ко мне, нагло начал приставать. Я не выдержала, пошла и все рассказала своему парню. Я только сейчас понимаю, что лучше бы этого не делала. Он, недолго думая, пошел ко мне в класс разбираться с этим пацаном. Ну и как это обычно бывает, началась драка, которую заметил и начал разнимать директор. Он, недолго думая, вызвал моего парня и одноклассника к себе в кабинет и выгнал из школы навсегда. Всю ближайшую ночь я очень сильно плакала из-за того, что сделала. И на утро, немного успокоившись, я пошла в школу. Но я не могла подумать, что самое плохое ждет там. После всей этой ситуации меня возненавидел буквально весь класс. Сначала они просто со мной не разговаривали. Потом началось самое ужасное. Мои одноклассники начали выкладывать про меня в интернет всякие оскорбления. Писали мне в сообщениях, что ненавидят меня и хотят, чтобы я ушла из школы. После этого меня начали оскорблять прямо в школе, говорить гадости про мою семью и толкали. Потом я начала замечать на стенах разные неприятные надписи про себя. Каждый день, приходя домой, я ложилась в кровать и долго плакала.
потому что не знала, что мне делать и к кому бежать. А родителям я не хотела рассказывать, потому что думала, что проблемы не уйдут, а наоборот, их станет еще больше. Лежа в кровати и смотря в открытое окно, я понимала, что именно там должны закончиться все проблемы. На следующий день, придя опять в слезах после школы, я решила покончить со своими проблемами в одну секунду. Прямо здесь и сейчас я была готова прыгнуть с 12-го этажа. Дома никого не было, и я около часа настраивала себя на этот поступок. Я написала записку родителям, в которой все описала до мелочей, в надежде, что они поймут меня и простят. Написала парню в сообщениях письмо, в котором написала, что люблю его и тоже прошу прощения. Я подошла к своему окну, начала смотреть вниз и плакать. Я понимала, что это мой единственный шанс решить все проблемы за раз и больше не страдать. Но знаете, почему я этого не сделала? Жить захотелось. Да, правда. Именно стоя между жизнью и смертью я выбрала жизнь. Там на подоконнике мне в голову пришла мысль, что не существует в этом мире нерешаемых проблем. Я слезла с окна, вытерла слезы, порвала письмо родителям и удалила сообщение для парня, потому что в них смысла уже не было. Я начала думать, как же лучше мне поступить в этой ситуации. И я решила, что просто перейду в другую школу и никаких проблем. Недолго думая, я сообщила о своем желании уйти из школы своим родителям. Они, конечно, поинтересовались, почему я хочу перейти. Я ответила, что мне в другой школе больше программа подходит. Придумала, что могла. Спустя пару дней мы забрали документы с той школы и перевели меня в другую. Слава богу, у моего отца были там связи, и меня спокойно перевели в середине семестра. И вот прошло уже полгода. У меня отличные друзья, прекрасная школа. Но я постоянно вспоминаю тот момент, когда я стояла на краю окна. Только сейчас я поняла, что это мог быть мой самый глупый поступок в жизни. Помните, нет нерешаемой проблемы. Даже если вам кажется, что весь мир настроен против вас, то покажите, что вы сильнее. Привет, меня зовут Андрей. Сейчас я расскажу свою историю, как я стал героем фильма ужасов. 2 года назад я переехал из своего родного города в столицу, чтобы учиться в университете. Так как общежитие я никогда не любил, было принято решение снимать квартиру. Я нашел подходящую мне квартиру и сразу же в нее вселился. Счастью не было предела. Наконец-то! Наконец-то я свободный человек, который может жить отдельно от родителей. Квартиру я снял двухкомнатную, так как, к моему удивлению, она была почему-то дешевле, чем однокомнатная. И я решил, так сказать, шикануть, пожить в роскоши. Хоть и комнат было 2, но воспользоваться я мог только одной. Может, потому что там драгоценности или что-то еще, но вторая комната была заперта, и хозяин квартиры не дал мне ключ от нее. Ну, я как бы не сильно расстроился, но все равно интересно было, как говорится, чего не знаешь, туда и тянет. «Ладно», — сказал я себе и пошел в ту единственную открытую комнату. В принципе, размеры комнаты были достаточно приличные, большие, и я даже забыл про то, что есть вторая комната, до одного момента. С самой первой ночи в этой квартире я не мог нормально спать. Меня очень сильно бесили соседи сбоку, которые все время о чем-то разговаривали и не останавливались. Так продолжалось 2 дня, пока я не выдержал и не пошел к ним на утро разбираться. Начал звонить им в звонок, но никто не выходил, как будто дома никого не было. Но еще 5 минут назад я слышал разговоры. Я позвонил хозяину квартиры, в которой я живу, и спросил у него, какие соседи живут сбоку от меня. То, что я услышал, удивило меня так, как ничто ранее. Оказывается, в этой квартире уже 2 года никто не живет. Жутко, да? Квартира принадлежит банку, и они не могут ее продать, никто не покупает. Хорошо, с этим разобрались. А теперь вопрос. Если в квартире никто не живет, то откуда я слышал разговоры? Это не могли быть соседи сверху, потому что я точно слышал звук сбоку от себя. Да и плюс, сверху живут 2 бабушки и одинокий дед. Они спят ночью точно. Я принял решение этой ночью хорошо прислушаться, откуда идут голоса. Наступила ночь, а вместе с ней эти разговоры. Я начал слушать. Прослушав голоса, меня взяло в холодный пот. Все это время разговоры шли не из соседней квартиры, а из той самой закрытой комнаты. Честно, я много раз видел такое в фильмах ужасов, но никогда не думал, что со мной может произойти такое. Я сказал себе, что паниковать – это последнее, что нужно делать. В первую очередь надо разобраться. По крайней мере, хотя бы позвонить хозяину квартиры. Ночью я, конечно, звонить не стал. Решил дождаться утра.
Утром я позвонил хозяину и сказал ему, что в другой комнате я слышу голоса. На что я получил краткий и ясный ответ: не нравится – не живи. Понимая, что от хозяина я все равно ничего не услышу, было принято решение, что этой ночью я все же открою дверь этой чертовой комнаты. Да, именно чертовой. Потому что объяснить по-другому то, что там происходит, я не смог. Наступила ночь. Я приготовился к вскрытию этой двери, так как будто я иду бить великана. Но что поделать, я должен открыть этот ящик Пандоры. Пока я готовился с мыслями и набирался смелости, то заметил одну странную вещь. Голоса пропали. Да, уже час ночи, а я не слышу разговоров со второй комнаты. Теперь мне еще больше захотелось открыть ту дверь. Я взял скрепку, отвертку и начал вскрывать аккуратно дверь. Слава богу, меня дядя в детстве научил это делать. Не знаю зачем, но как видите, сейчас это пригодилось. Немного поковыряв, у меня все-таки получилось. Я начал потихоньку открывать дверь в комнату и тихо вошел туда. Там было очень темно. Я не мог найти выключатель света. В этот момент опять пошли эти разговоры. Мне казалось, что я стою в паре сантиметров от источника, откуда идет звук. В этот момент я стоял тихо и не двигался. У меня была только одна мысль. Зачем? Зачем я сюда полез? Лежал бы себе спокойно в своей комнате и уже спал, наверное. Но нет. Так страшно мне не было никогда в жизни. Вдруг я услышал, как в квартиру кто-то вошел, и я еще больше посинел. Было слышно, как кто-то подходит к комнате, в которой я был. Это был ужас, сказал я себе. Кто-то начал открывать эту комнату, и я от страха потерял сознание. Очнулся уже в больнице. Передо мной сидел хозяин квартиры и какая-то бабушка. Я спросил их, что я здесь делаю, и хозяин мне рассказал, как он обнаружил меня без сознания и вызвал скорую. Я рассказал ему эту историю, на что рядом сидящая бабушка извинилась за то, что разговаривает во сне. Оказывается, в той комнате живет эта женщина. Она мама хозяина квартиры, и у нее есть небольшая странность. Эта бабушка разговаривает во сне. А закрывалась она потому, что не хотела, чтобы квартиранты к ней заходили. Она рано утром уходила на рынок, я как раз спал, а приходила, меня еще не было дома. Они говорили они мне, потому что думали, что я не заселюсь, если узнаю, что там кто-то живет еще. Вот такая история, как мое любопытство и фантазия хорошо работают в команде.